Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. И сегодня у меня будет видео на конкретную тему. Таких видео у меня довольно давно уже не было. Это были в основном какие-то влоги или репортажи. Но сегодня я собираюсь записать то видео, которое уже планировала записывать довольно давно, но почему-то не получалось. И эта тема, которую я обещала уже своим подписчикам в Инстаграм также как бы осветить, это тема отопления дома. И отопление дома в этом сезоне, то есть в том, который уже придет. Я уже вам неоднократно рассказывала, как это у меня происходит дома, но сегодня постараюсь все это собрать в одном видео и рассказать вам более конкретно. Почему? Ну, потому что тема отопления перед грядущей зимой тех, кто живет в Европе, озабачивает очень и очень, все очень переживают и готовятся, как не знаю, как к какому-то нашествию монголо-татар, наверное, потому что тема очень горячая. И поэтому я решила также записать на нашем личном опыте. Я, если кто не знает, проживаю в Польше, я живу в частном секторе, у меня свой дом, и сегодня расскажу о своей системе отопления и что мы приготовили на следующий сезон. Итак, поехали. Итак, друзья мои, когда мы строили наш дом, а это уже было около 20 лет назад, мы запланировали основной такой источник тепла и отопления в нашем доме – это котел на базе мазута. Тогда это казалась такая экологическая технология, и мой муж не захотел возиться с углем или с каким-то таким котлом, в котором можно сжигать и уголь, и мусор, и дерево. Нет, такого он не захотел. К тому же у нас нету огромного подвала, который находится под целым домом. У нас есть небольшое подвальное помещение только. Поэтому муж решил, что идет в ногу с такими современными технологиями и экологией. К тому же мы тогда были перед вступлением еще в Евросоюз, и он также побаивался того, что придут какие-то новые урегулирования, что надо будет иметь экологическое отопление. Поэтому он купил хороший котел на базе мазута. Но также нам хотелось какое-то еще иметь альтернативное отопление, поэтому мы построили камин. Но камин был такой как бы на базе гравитации. Он у нас стоял в гостиной, мы топили дровами и по специальной такой системе, по специальным трубам тепло проходило и наверх. Но почему-то нам мастер не провел эту систему в ванную комнату. Вот. И также, так как камин у нас располагался не в центральной части дома, а немножко сбоку, поэтому тепло неравномерно проходило во все комнаты наверху, и это было неудобно. В ванной комнате было холодно, пришлось купить электрический обогреватель, но это была у нас такая альтернативная как бы программа, когда, например, переходной период с осени в зиму или там уже с зимы в весну, мы топили в камине. Когда было очень холодно, мы переходили на мазут и уже топили мазутом. Но тогда цены мазута были в границах 1 злотого. Это была очень хорошая цена, поэтому нам было очень выгодно. Но с годами начала ситуация меняться, мазут потихоньку стал дорожать, и мой муж подумал, что нужно что-то делать с нашим камином, и поэтому он камин перестроил, старый продал и поставил другую систему. Этот камин по-польски называется коминек с пłaszczem wodnym. А по-русски я уже подзабыла, как называется. Я записала специальное видео на эту тему, оставлю для вас ссылочку, там посмотрите, возможно, я там об этом рассказываю, как он называется, но система заключается в том, что над камином находится встроенный змеевик, который греет воду, и камин у нас подключен под батареи и также под резервуар с теплой водой, то есть когда мы топим, то теплые батареи, и также мы нагреваем теплую воду для мытья посуды и также для того, чтобы помыться. То есть на одном мы делаем несколько операций.
Нас эта система очень устраивает, мы очень довольны и, можно сказать, уже 15 лет этим камином с таким, ну, как сказать, с успехом пользуемся. Мы все посчитали, расходы, сколько у нас выходило заплатить за дрова в сезон, и то, что мы одним махом греем и воду, и помещение, получалось, что люди нам завидовали, что мы такой дом отапливаем просто за копейки. Нам это очень нравилось с этой стороны, с финансовой, но с другой стороны есть и минусы, поскольку нужно убирать, нужно колоть дрова, нужно их приносить. Но, как говорится, везде есть свои плюсы и минусы. Не хочешь работать, не хочешь убирать, тогда плати за мазут, и у тебя будут чистые руки. Но, с другой стороны, скажу вам, что тепло, которое поступает в батареи, когда работает мазутный котел, и то, как мы отапливаем дом камином, когда нагреваются стены, когда нагревается дымоход, который находится у нас наверху, и потом он почти целый день еще такой теплый, а вечером даже горячий, скажу вам, что дом нагревается при помощи камина намного лучше и эффективнее. И, например, так как мы топим, начинаем топить часов в 5 вечера и топим до, я не знаю, до ночи, до того времени, как мы пойдем спать, еще там докладываем немножко дров, чтобы они там еще горели. И они в ночью сами потухают. И потом утром я встаю, я проветриваю целый дом. Конечно же, я не хожу по дому в купальнике или в футболочке с коротким рукавом, когда за окном минус 10. Конечно же, я одеваюсь там в какую-то кофточку, какие-то брюки. Но нормально по дому, нормальная такая температура. Я уже к этому привыкла. К тому же для здоровья, для легких и для иммунитета это намного лучше пребывать в таком нормальном помещении, чем в перетопленном, таком перегретом. И вот когда приходит муж, когда он принесет дрова, вот тогда мы начинаем уже после обеда, так часа в 4-5 начинаем топить. Я не буду во все детали углубляться, чтобы не затягивать это видео, оставлю ссылочку на мое предыдущее, обязательно посмотрите, если у вас будут какие-то вопросы, тогда пишите. Но к чему я веду и почему сделала такое вступление? До сих пор нас все устраивало, и цены, и вот вся эта организация, кроме того, что нужно, конечно же, каждый день подметать, и вот эти минусы, они присутствуют. Но дело совсем в другом. Я старалась смотреть и контролировать, какие цены дров с года на год. Как мы делали? Когда заканчивался отопительный сезон, мы всегда вот все уже почистим, посмотрим, и уже в мае месяце начинаем разведку, какие цены дров в этом году, и заказываем. Всегда заказываем в мае месяце на целый сезон. Муж складывает, и вот целое лето наши дрова сохнут для того, чтобы уже, когда придет зима, они были в хорошем состоянии, потому что когда высушенные дрова, они намного эффективнее, дают тепло, и намного лучше ними пользоваться. Итак, в этом году, как всегда, муж в мае месяце стал интересоваться, но уже были проблемы. Такого раньше мы в такой сезон, когда в мае месяце люди уже обычно не покупают дров, это уже конец сезона, и никто еще, большинство людей еще об этом не задумываются. Например, наш сосед всегда покупал дрова в сентябре или даже в начале октября, так как он не заморачивался. И таких людей очень много. Поэтому в мае месяце можно было спокойно себе закупить дрова на зиму. Итак, в этом году мы позвонили, дров не было, и сказали, что с ценами будут проблемы. Наш обычный поставщик записал, в этом году спросил, какое количество муж хочет, он подал 10 метров. Мы так обычно в среднем 10 метров употребляем. Вот. И заказал цену, позвонил через несколько дней и сказал нам цену. Итак, цена за 1 кубометр дров в этом году мы заплатили 280 злотых. Это береза. Я сравнила с ценами, которые были в прошлом году, мы платили 180 злотых. То есть в этом году цена подскочила на 1 кубометре 100 злотых. Обычно цена или
была такая же, как в прошлом, на протяжении уже многих лет, или же поднималась минимально 10 злотых, может 20, но так как мы всегда брали у одного, ну как всегда, уже несколько лет брали у одного поставщика, то он нам где-то в границах 10 злотых мог поднять цену, а мог и не поднять. То есть, если мы взяли 10 метров, то мы переплатили по сравнению с предыдущим годом 1000 злотых только на дровах. Ситуация получилась еще более пикантной, потому что когда я спросила его, можно ли еще, быть может, дозаказать пару метров, он уже сказал, будут проблемы, потому что у меня список. В этом году у меня список желающих, список очень длинный, и на июль месяц, это уже до июля все расписано, потом будут новые цены, и цены могут вырасти даже до 400 злотых, при том, что мы заплатили 280, понимаете, до 400, а может и выше. У меня, конечно же, глаза полезли на лоб. И так мы заплатили более чем 100 злотых по сравнению с предыдущим, а теперь еще в июле месяце могла вырасти цена до 400 злотых. Я, конечно же, уже сейчас не спрашивала, но я уверена, что такая цена и присутствует сейчас, и к тому же очень длинный список желающих. Представляете себе, как эта ситуация в этом году развернулась? К счастью, у нас еще немножко осталось дров с прошлого года, так что на эту зиму мы должны быть, как сказать, готовы не замерзнуть и продержаться до следующей весны. Но то, что присутствует сейчас на рынке, меня просто не то что ошарашило, меня просто испугало. Так как мы, я уже вам сказала, топим 20 лет, то уже более-менее знаем, какие цены, как оно все разворачивается, сколько мы используем. И вообще таких скачков, как вы понимаете, не было. И когда я разговаривала с поставщиком, он вообще говорил, что напряженка с этими дровами. И, как вы понимаете, люди в панике. Просто в панике, что будет дальше и как за это платить. Если за последний год цены отопления, если взять так глобально по стране, возросли на более чем 76%. Я смотрю на моего соседа, который отапливает углем. Он где-то по знакомству заказал уголь, у него целая гора, он никогда так не делал, он всегда отапливал, покупал в мешках такой, он называется в Польше эко-грошек, то есть это уголь в таких гранулах, в таких как дрожжи. Вот. А в этом году он где-то купил огромную гору угля, и вот уже целый месяц с сыном пакует это все в мешки и складирует у себя на участке, видно, на черный день. Такого он никогда не делал, и с углем, и с лопатой он никогда не стоял. Но хочу вам еще рассказать, что же делает наше правительство в Польше, чтобы помочь людям или как из этого выйти, потому что же вы понимаете, что все буквально в шоке. Итак, правительство сказало, что для людей, которые топят углем, будут какие-то дотации на уголь. Если сейчас уголь в среднем стоил цена за тонну 3000 злотых, то правительство сказало, что цена с дотацией будет где-то 900 с чем-то злотых, но не доходя до 1000 злотых за тонну угля. Что же произошло? А произошло следующее. Когда люди об этом услышали, они не стали запасаться углем на зиму, потому что зачем им покупать за 3000 злотых, если возможно будет по 1000, грубо говоря, да? Вот, и все приостановились. Что же произошло на складах? Люди перестали покупать, покупали только те, у которых действительно уголь закончился, и им нужно было купить этот уголь для, не знаю, для отопления теплой воды или еще чего-то. Вот, поэтому, если на складах нету спроса, они перестали его заказывать из-за границы, потому что уголь определенного качества, он в Польше называется костка и ожих. Я в этом не разбираюсь, потому что углем мы никогда не топили. Вот, но этот вид угля, с ним в Польше напряженка, приходится его привозить, импортировать.
Ну и поэтому, раз спроса не было, склады его также не заказывали в каких-то больших количествах. И получается так, что угля на складах также не было, люди не покупали, ждали каких-то движений со стороны правительства. Ну и получается так, что в страну не завозился уголь в таких количествах, которых нужно. И теперь министр бьет тревогу, что даже если будут привозить уголь даже с надбавкой, то все равно они прогнозируют, что 27% домашних хозяйств, которые отапливают углем, у них будет нехватка. А это очень и очень трагично. Потом возник вопрос, а почему будет дотация только тем, кто топит углем? Ведь на уголь в последнее время была страшная нагонка, что это не экология, не экологичное отопление, чтобы людей заставить перейти с угля на газ или какие-то другие альтернативные методы отопления дома. Множество людей попереходило, а теперь доплачивать будут только тем, которые не экологичны. Тоже людям это не понравилось. Почему с углем? Теперь вроде бы государство, правительство говорит, что они задумаются также, чтобы для тех, которые не только углем, а и дровами, не знаю, и газом, то отапливают, им тоже что-то предложить. Но пока что конкретных предложений я не нашла. Вот, например, как бы они нам дофинансировали, мы уже купили дрова на зиму. Интересно, что бы могли дофинансировать нам в этой ситуации. А пока что наш премьер-министр предложил людям в июле месяце: быстренько отепляйте ваши дома перед сезоном зимним и отопительным. Опять началась буря критики, потому что такими вещами нельзя слишком поздно начинать думать в июле месяце. Потому что у нас сейчас в Польше проблема со стройматериалами, плюс инфляция, плюс проблемы со специалистами и рабочими. И люди взвыли, как это так, человек оторван от реальности. Сказать людям в середине июля: отепляйте дома, раз и все, по взмаху волшебной палочки. Люди сказали, что это просто нереально. К тому же на это тоже нужно иметь много денег, все дорожает и времени нету. Потом еще поступило очень такое предложение от еще одного министра: идите в лес, собирайте хворост. Вы представляете, собирайте хворост, запасайтесь на зиму хворостом. Ну это вообще, я разговаривала с нашим поставщиком, так это также не так-то и просто. Вы думаете, что как? Поехать в лес насобирать хворост? Во-первых, это нужно иметь транспорт, чтобы насобирать хворост на целый сезон. Во-вторых, это надо иметь место, чтобы его еще где-то там поскладывать и как-то приготовить к зиме. Но это все пустяки. К тому же, чтобы пособирать хворост, не так, что ты приедешь в лес и пособираешь то, что тебе нужно. Ты должен приехать, ты должен найти лесника, ты должен с ним договориться, он тебе покажет место, где и что ты можешь собирать, потому что не все. И самое главное, за это ты еще должен сам заплатить и сам вывести этот хворост. Вот так вот. Сейчас люди стали получать повышение в коммунальных оплатах там, где есть отопление, и там, где поступает из сети горячая вода. В некоторых районах, в некоторых местах эти оплаты возросли в 100, 200, даже 400%. Я читала статью, в которой мужчина, и об этом сейчас говорит вся Польша, прислал фотографию своего как бы счета коммуналки. Вот то, что ему пришли, это проплата, которую ему нужно заплатить за теплую воду. Если до сих пор он платил за 1 кубометр теплой воды из сети 33 злотых, что это уже не так-то очень и дешево, то теперь ему с августа месяца пришла платежка на 1 кубометр, на минуточку, с 33 злотых на 172 злотых за 1 кубометр теплой воды. Вы себе можете представить вот такие скачки? Конечно же, это не везде такие, но мы посмотрим, как оно будет дальше развиваться и какие будут повышения цен. Но повышения цен очень большие и бьют тревогу, что не хватает угля, не хватает всех этих средств. Как оно будет все?
просто неизвестно. Еще только приведу один пример. Это пример газового баллона. Поскольку у меня здесь нету стационарного газа, я пользуюсь газовым баллоном для того, чтобы готовить. В это время в прошлом году я за газовый баллон платила в среднем около 50 злотых. Я покупала его, кажется, в Оби, вот, и потом цены начали потихоньку расти, 60, 70 злотых, а потом как бабахнуло зимой, сразу на 90, на 100, на 120. Сейчас в последний раз я покупала газовый баллон в этом месяце, в июле месяце за 98 злотых. Вот и посчитайте, 50-98, это на протяжении года она подорожала в 2 раза. Вот конкретный пример того еще, как растут цены. Обязательно пишите в комментариях, как у вас обстоят дела с отоплением в ваших странах, какие у вас цены, как у вас повышение или у вас как бы на стабилизация, что у вас происходит, чем вы отапливаете, как вы выходите из этого положения. Будет очень интересно почитать и также очень интересно узнать, что же происходит у вас. Надеюсь, сегодняшнее видео вас не очень утомило и, возможно, будет кому-то полезным. Обязательно поддержите меня пальчиком вверх и обязательно заходите на новые видео. Давайте также какие-то идеи новых видео в комментариях. Я обязательно прислушаюсь к этим темам и постараюсь вам ответить. Всего вам самого доброго и желаю, чтобы эта зима прошла в какой-то нормальной атмосфере, чтобы не было слишком холодно и чтобы никто из нас не замерз и не чувствовал дискомфорта, чтобы мы нашли какую-то золотую середину и чтобы все как-то устроилось и чтобы жить нам было комфортно, тепло и приятно. Всего вам самого доброго. До новых встреч!